Всем привет, меня зовут Луиза, и перед тем, как начать расклад, я бы хотела всех женщин поздравить с Днем Женским, с 8 марта. Желаю вам счастья, любви, здоровья, терпения и любви какой? В первую очередь, любви к себе. Потому что если вы не будете себя любить, то и, собственно, вы в мир посылаете такой поток энергии, что блокируете много аспектов положительных. Поэтому любим себя, любим людей. Вот, желаю вам как можно меньше разочарований в жизни. И хочу вам сказать, что даже если в вашей жизни происходят какие-то негативные моменты, они для того, чтобы вы становились лучше и на многие вещи смотрели по-другому. Поэтому даже если что-то происходит неприятное, старайтесь воспринимать это так, что вы должны вынести какой-то урок и совершенствоваться, улучшать свою жизнь, качество жизни. Поэтому смотрим бодро, уверенно в завтрашний день. Вот. И сегодня я хотела сделать расклад такой, знаете, какой посыл вы в жизнь несете, да? И как люди, вас окружающие, вас воспринимают, то есть как вы на них влияете. Потому что каждый человек при общении с людьми, он несет какую-то определенную энергию. И вот хотела бы посмотреть сегодня, значит, как вы влияете на ваше окружение. Буду на двух колодах делать расклад. То есть это вот моя одна из любимых колод, это Дом с привидениями. Скажем, поковыряем ваше нутро, посмотрим, что же вы несете в мир. И, возможно, ваши страхи, это еще одна колода темная, я о ней говорила в одном из своих видео, это Таро Некрономикон. Люблю ее и хотела бы вот на ней посмотреть ваши страхи, которые влияют на ваше поведение, ваше отношение к людям и к вашим близким. Буду на ней дополнять. Поэтому все настраиваемся на расклад. Будем смотреть вас, какая вы, как вас воспринимают ваши близкие, ваши знакомые, и как вы влияете на свое окружение своим поведением, своими мыслями, своей энергией. То есть как вы вообще себя несете в мир, с какой энергией. Итак, настраиваемся на расклад, расслабляемся. Отпускайте все мысли, не думайте ни о чем другом. И начинаем. Значит, кто вы вообще на сегодняшний момент, да? Так, вытаскиваю 3 карты и буду вам говорить. Итак, у многих здесь в жизни большие перемены. Почему? Потому что много событий различных будет происходить и на работе, и в личной жизни. Также у кого-то будут, не то что проблемы со здоровьем, но вам надо будет обратить внимание на свое самочувствие. Потому что ваше внутреннее состояние, то есть вы как королева кубков, да, очень глубокая, мягкая, вы очень эмоциональны, но проблема ваша в том, что вы эмоции держите в себе, то есть вы не позволяете где-то, где надо, себя проявить, да, свои эмоции отпустить, и они копятся у вас внутри, вы не даете им выхода, из-за этого страдает ваша вот физическая сторона, да, ваше тело, оно из-за этого может пострадать, то есть это может вылиться в какие-то там простудные заболевания, головные боли, у кого-то бессонница. А внешнее ваше проявление, да,
то, как вы себя ведете, как у вас сейчас обстоят дела, да. У некоторых пройдет такое, что вы с кем-то будете часто конфликтовать. Но это вот, я бы сказала, это такое вот до месяца, наверное, срок, да. То есть тут вы уже сами смотрите. У кого-то здесь разочарование в родных или даже близких людей, друзей, либо подруг, да. Разочарование какое? В человеке, о котором вы думали совершенно иначе, вы узнаете что-то такое, что вас очень огорчит, либо уже огорчило, да, это уже произошло. И вот обман и потери, это очень на вас сказывается. Что еще? Какая вы? У кого-то здесь проиграется, что в связи с тем, что у вас был конфликт с мужчиной, вы закрылись. Либо это конфликт, либо вы просто человека от себя отдалили, отодвинули на задний план эмоции, то есть вы закрылись, вы сейчас живете разумом, то есть чувства ушли на задний план, и вы с холодной головой, я могу сказать. Здесь также у кого-то пройдет момент такой, что вы плохо спите, у кого-то здесь идет бессонница, но вот это все касается вашей вот эмоциональной стороны, да, внешние проявления, то есть у вас, в принципе, финансовая сторона очень хорошая, вы человек, у вас потенциал такой, вы притягиваете к себе деньги, да, вы любите комфорт, роскошь, дорогие вещи, хорошую одежду. Кто-то здесь очень любит себя украшать, то есть вы любите украшения, драгоценности, там, смотрите за своими волосами. Здесь женщины, у которых длинные красивые волосы. То есть вы очень такая женственная. Вы любите за собой ухаживать. Вы для многих очень загадочная, потому что вас не могут разгадать, вас не могут прощупать, и вы не даете людям вот вас увидеть настоящую. То есть вы, может быть, даже где-то прикрываетесь разумом, прикрываетесь, немножко вы такая сухая, не даете увидеть вот вашу глубину вашей души, ваших эмоций. То есть вы вот так вот закрылись, пятитесь назад, когда что-то происходит. То есть вы не позволяете приближаться к себе. Вот такой вот у вас на данный период посыл, да? И вы также себя и с людьми ведете вообще со всеми, со всем своим окружением. И на работе, и дома, с друзьями и прочее. Так, что еще? А как же вы влияете на ваше окружение, да, ваше эмоциональное состояние, ваше общение, как оно влияет на людей, которые вокруг вас находятся? Вы человек, который заставляет многих людей задуматься о том, чего они достигли в своей жизни, да? У кого-то здесь идет, может быть, наставления такие, которые, людей задевают. Вас, может быть, кто-то не принимает, не воспринимает, считает, что вы слишком резки в высказываниях своих. Для кого-то вы очень такой человек приятный, миролюбивый, который помогает в сложных ситуациях. Часто здесь даже идет такое, что вы вот из самых сложных каких-то ситуаций в жизни вы людей вытаскиваете своим советом, своим добрым словом, своей поддержкой. Вы людей морально поднимаете наверх. То есть вы стараетесь как-то поддержать. Для кого-то вы такое, знаете, плечо, на которое можно опереться. Для кого-то вы такая жилетка, в которую можно поплакаться. Но при этом
я не вижу, чтобы вы сами открывались людям. То есть вы закрыты, люди не знают, какая вы на самом деле. То есть вы, помогая другим, никогда не показываете свое вот настоящее состояние, да, что у вас в глубине души творится. И здесь также идет, что люди часто к вам обращаются за советом, обращаются за помощью. Причем, если вы говорите что-то, может быть, это будет немножко резко сказано, да, то есть вы иногда не контролируете свои слова, тон, может быть, которым вы сказали, но ваши советы, ваши высказывания, они очень ценятся, потому что вас уважают за то, что вы человек дела и слова. То есть при всем том, что вы можете быть немного где-то грубый, люди, вас окружающие, они понимают, что к вам прислушаться стоит, потому что вы никогда не скажете просто так, чтобы задеть, там, обидеть и прочее. Здесь еще идет такое, что вы помогаете людям сделать выбор определенный, да, в их жизни. В каком плане? Когда человек не знает, как ему поступить, и в сердечных делах тоже. Вот здесь женщины, к которым приходят за советом, и мужчины, и женщины, неважно, да, кто к вам подходит, вы помогаете определиться, помогаете разобраться в чувствах вот этого человека, который к вам обратился за помощью, за советом, и вы направляете людей. Так, какой еще посыл? Вы человек очень справедливый, но люди вас немного побаиваются, потому что вы чаще всего вы отстранены вообще как-то от общества. Вы очень оберегаете свою личную жизнь, свое личное пространство, поэтому часто люди не понимают вас, как с вами общаться, потому что они чувствуют в вас вот эту силу, мудрость, знание, да, и они не понимают, откуда оно у вас есть, но знают, что вы человек справедливый, просто так не будете рубить сгоряча. Но здесь также проходит такое, что из-за того, что вот ваше чувство справедливости, оно очень обостренное, могут возникать конфликты на работе и вообще с людьми, потому что не все согласны с вами, с вашей позицией вообще по жизни. И когда пытаются что-то вам доказать, что-то вам показать, что вы где-то не правы, вы просто это не слушаете, и вот на этой почве могут быть какие-то конфликты. Так, ну и вот еще. Какой посыл вы еще даете? Скажу так, когда у вас плохое настроение, когда вы находитесь в таком диссонансе, да, у вас очень такой мощный энергетический посыл к вашим близким, к вашему окружению, что они боятся с вами разговаривать, потому что вы можете очень резко, грубо ответить, знать, что вы не глупая женщина, что вы довольно начитанная, вы мудрая. Но если вас задеть, если вы не в духе, люди чувствуют вот этот холод и боятся, что вы скажете, как вы скажете. И даже здесь такое скажу, что многие, даже по вашему взгляду, сразу чувствуют, когда им надо замолчать. И даже вот здесь такое идет, когда вы заходите в какое-то помещение, да, прям накаляется сразу вокруг вас воздух, и люди прям это ощущают прям на себе, у кого-то даже мурашки могут пройти, голову сразу поворачивают, если они даже вас не видят. То есть, когда вы в таком вот негативном, ну, когда у вас настроение плохое, вы вот такой негатив посылаете, то есть вы не контролируете вот эти эмоции, то есть ваша негативная энергия, она на людей очень сильно влияет, поэтому
вам надо постараться контролировать вот эти свои энергии. Так, почему у вас это происходит? Ваши страхи, да? Давайте посмотрим. Итак, страхи. Ваши страхи. Почему вы вообще так себя проявляете в жизни? Страхи быть непонятой, страх того, что люди вас не поймут, не будет одобрения, что вы просто разочаруетесь сами и разочаруете близких людей, поэтому вы очень закрыты, поэтому вы, знаете, как у кого-то пройдет такое, что вы цепляете на себя маску человека, такого, таинственного, что ли, да, и поэтому люди, некоторые будут, вот вас и будут, и обходят вас стороной, потому что вы внутри очень боитесь вот этой критики человека в свою сторону. Вы вообще по жизни человек очень энергичный, эмоциональный, даже при том, что вы и мягкая, да, в душе, где-то вы и сами тоже переживаете, что вы вот этой своей энергией, своими убеждениями, своими стремлениями можете как-то задеть кого-то. Но вот как раз-таки вот эти ваши мысли, они не скрываются, а наоборот проявляются внешне, где-то даже для кого-то это агрессивно получается. И вот вам совет от карт такой. Не бойтесь показаться слабой. Не всегда ваши вот эти слабости, они могут быть против вас, да. Для кого-то они, наоборот, помогут вас понять, вас поддержать, вам помочь. Потому что внутренняя ваша сила, вы император по жизни, вы человек, который всего достигает сам своим трудом, человек знающий, человек умеющий, человек достигающий поставленных целей. Но вам надо работать над тем, как вы себя проявляете. Ваши вот эти очень нотки такие, может быть, даже где-то деспотичные, как бы вы их ни скрывали, вы пытаетесь это прикрыть где-то за какой-то мягкостью, а где-то за колкостью. Вы не можете это скрыть, потому что вы не можете контролировать свою вот эту энергию негативную. Ну и совет карт, как вам себя попробовать проявить, да, что стоит поменять в себе, как вам дальше себя вести. Вы отказываетесь от руки помощи со стороны людей. В вас очень большая сила скрыта, но она такая мягкая, то есть вам не надо показывать свою вот эту агрессивную сторону, потому что она и так в вас чувствуется. Вам надо понять, что вы имеете в себе вот эти все возможности, всю силу внутри для того, чтобы вы двигались дальше, что у вас все будет получаться в жизни. И для многих вы знаете, как свет, вы как путеводитель, и вы направляете людей, и вам надо просто принять, что вы для некоторых людей здесь, вы как помощник, как проводник, и вот эта роль, она вам по жизни вообще дана специально. То есть вы как и учитель, и ученик в одном лице. То есть благодаря тому, что вы помогаете людям, направляете, советуете там, и действием, и словом каким-то,
вы и сами учитесь на примере других людей, как не надо поступать и как надо действовать в будущем. То есть вам совет такой: вы должны понять, что не обязательно агрессировать, прям агрессивно показывать свою позицию, надо смягчиться и принять то, что вы идете проводником по жизни для многих людей. Вот так. Ну и напоследок еще последнюю карту вытаскиваю. Вы человек очень энергичный, очень мощный, очень сильный по духу. У вас много энергии, которые вы еще не умеете контролировать, и вам стоит подумать хорошо, принять это в себе, и тогда вы и сами почувствуете, что вы не так враждебно настроены к людям, что ваше проявление внешнее уже не такое агрессивное, и вам надо понять, что когда вы в плохом настроении, что вы своей энергией негативной можете людей подавить. Когда вы вот это примете в себе, поймете, как вам надо действовать, тогда и ваша энергия, она будет более положительная, более позитивная, более мягкая. Поэтому вот вам надо постараться как-то вот эту свою огненную энергию приручить, и вот жизнь ваша, она впадет в более такое мягкое русло. Вот такой расклад. Поэтому я желаю вам огонь внутри усмирить, укротить. Желаю вам свершений в ваших делах, любви, здоровья, счастья. Желаю встретить, и здесь у многих, кстати, идет эта встреча с мужчиной, с человеком каким-то, который вас направит, который вам поможет вот этот огонь ваш обуздать. Еще раз поздравляю всех с наступившим праздником, праздником весны в душе. Желаю, чтобы ваши эмоции расцветали только красивыми цветами, чтобы вы почувствовали вкус к жизни, чтобы вы как можно меньше болели. Желаю, чтобы вам на вашем пути жизненном встретился человек, который вас будет принимать, понимать. И вообще, чтобы в вашей жизни больше было хороших людей. Всем счастливо, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем хорошего дня.